Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я вам хочу предложить связать вот такую футболочку на лето, неустаревающая классика, сочетание ажура, плотных рядов, лицевой и изнаночной глади, вертикальное направление узора, простой, лаконичный узор такой, знаете, логичный, я бы так сказала. В общем, смотрите, масса преимуществ. Белый цвет очень актуален на лето. Белый цвет – это летний цвет. Очень он мне нравится, в принципе. Но, конечно же, цвет вы можете выбрать любой. Под этот узор подойдет любой цвет. Очень простая схема узора. Все так логично и все так последовательно. Мне, в принципе, этот джемпер именно этим и приглянулся. Да? Я его назвала футболочкой, но действительно, такой какой-то, можно его сочетать как спортивный вариант, да? И в то же время можно его носить как, смотря как вы будете его носить и под что, да, одевать, под что приспособите, какое у него будет назначение в вашем гардеробе. Можно и так сочетать, и, в общем-то, сделать его простой блузой классического варианта. Можно как футболочку ее, да, использовать. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. И мне кажется, что это такая какая-то универсальная модельчика. Я, девочки, просто от нее в восторге. Я ее прям сразу как увидела и заприметила, да, потому что здесь все очень-очень как-то органически завершено, очень стильно. Вы понимаете, эту модель можно назвать стильной. Итак, мои хорошие, давайте с вами приступим к выбору пряжи. У нас, как всегда, будет полноценный мастер-класс, экспресс-мастер-класс, в котором мы с вами сделаем от начала до конца всю подготовительную работу, чтобы вы сели, спокойно связали ненапряжно данный джемпер. То есть мы с вами выбираем конкретную пряжу и спицы, мы с вами вяжем этот узор, образец узора, делаем влажно-тепловую обработку образца, измеряем плотность, делаем расчет этой плотности, то есть и, в общем-то, делаем расчеты 42, девочки, по 52 размер. У нас будет все досконально расписано. Описание я выкладываю под видео. Как я делаю расчеты, я делюсь с вами своими, как говорится, наработками. Я рассказываю во второй части видео в конце, после того, как мы с вами все эти операции проделаем. Поэтому, кому интересно, там ничего сложного нет, простые арифметические действия. Пожалуйста, и кого заинтересовала данная модель, остаемся со мной на канале и смотрим этот увлекательный мастер-класс. Для вязания образца я предлагаю использовать пряжу Yarnard Jeans. Цвет 62, белый цвет. Состав 50 грамм на 160 метров и 55% хлопка, 45 полиакрил. То есть это полухлопковая пряжа. Очень хорошего качества, просто идеальная скруточка. Посмотрите, какая скруточка идет. Спицы используем, девочки, 3,5. И так выглядит наш узорчик. Значит, я здесь связала, как видите, несколько раппортов. Вот, мне очень понравилось вязать узор. Он очень не трудный. И по-быстрому, в принципе, такой джемперочек можно, не заморачиваясь, вязать. Вы видели, классически очень стильно выглядит.
строгий такой рисунок, да, как бы очень гармонично, белый цвет, можно в офисы одевать, я не знаю. Мне понравилось, это даже, можно сказать, как футболка, использовать его, в принципе. Приятный такой. Цвет, конечно, пряжи вы можете выбрать какой вам угодно, какой пожелается. Не обязательно белый. Но для того, чтобы у нас с вами совпала плотность, конечно, берите ниточку, конкретно из которой я все это дело, описание составляла. Конкретно наша Yarn Jeans. Так, давайте посмотрим схему этого узора. Схема узора выглядит таким образом. Смотрите, значит, у нас здесь с 1 по 16 ряд. Раппорт узора 22 петли ширина этого ажурного узора. Он у нас идет по центру, этот узор, и с двух сторон симметрично еще добавляются вставочки там. Условно его можно поделить на две абсолютно симметричные стороны, да, в зеркальном таком отображении. У этого узора такая особенность, что мы вяжем с вами первый раз с 1 по 16, а затем повторяем каждый раз с 7 по 16. Да? То есть только один раз у нас получается с 1, то есть с 1 по 16. Вот. Также мы с вами будем вязать. Запомните это, пожалуйста, чтобы не запутаться. Да? Условные обозначения очень простые и очень распространенные. Значит, смотрите, горизонтальная черточка – это у нас с вами изнаночная, вертикальная – это лицевая, подковочка – это накид. Вот такой треугольничек перевернутый с циферкой 2 наверху, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, стрелочка вниз, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Все, мои хорошие, в этой схеме больше никаких сложностей нет. Кроме того, у нас будет с вами использоваться резиночка на 6 петлях. Ее раппорт составляет. И это 2 изнаночные, 4 лицевые. В описании вы с этим встретитесь, и более подробно я рассказываю в конце видео, когда я вам объясняю, как располагается последовательность вот этих узоров друг за другом, да, этих полосочек. Так, с этим все тоже понятно. Давайте посмотрим выкройку. У нас вот такая будет с вами выкройка, довольно мутная, да, ничего страшного, все расчеты я делаю на ваших глазах, и все поясняю, все эти мерочки, да. К тому же у вас будет описание под видео, девочки, читайте. Это описание мы с вами вместе составляем во второй части видео, и каждую циферку я там, в принципе, обосновываю. Так, и, конечно же, это описание. Вот так оно у нас всегда выглядит. Здесь я пишу вам размеры. Расход пряжи у нас 350-500 грамм в зависимости от размера. И все вот это дело, последовательность ваших действий, то есть это полноценные инструкции по вязанию. Здесь я вам расписываю на все размеры, как вы последовательно друг за другом располагаете узоры. Резинкой по схеме. Схема резиночки. Это 2 изнаночные, 4 лицевые, повторяются постоянно. Я вам показываю второй части видео, нарисовала ее от руки, но вы сами можете нарисовать 2 горизонтальные черточки и 4 вертикальные черточки. Да? Это и есть схема. Так, с этим тоже все понятно. Я вам объясняю, что такое вертикальная плотность и зачем мы ее применяем. Почему мы сантиметр переводим в ряды, почему мы сантиметр переводим в петли, как это все сделать, я вам, в принципе, все это рассказываю. Кто подписан давно на меня, думаю, эту нехитрую науку уже давно усвоил, правильно? Сейчас я, в принципе, это все говорю для новичков, которые впервые на моем канале. Так. Все это последовательно я вам рассказываю. Единственное, я не пишу прокат рукава. Я пишу по выкройке в натуральную величину, потому что это для новичков. То есть опытная вязальщица сама свяжет окат рукава, имея практические свои навыки. Новички, почитайте статью, я дам вам ссылочку на эту статью, как это делается научно, да, как бы обосновывается окат. Вот. Но, в принципе, там нет ничего сложного.
Вы это легко, науку, я думаю, если почитаете статью, поймете, как этот расчет сделать. Так, ну и все, мои хорошие. Горловину мы обвязываем столбиками без накида, вшиваем рукавчики, ну и, в общем, сборочка обычная, да. Кому интересно, как сделать плечевые швы, как сделать боковые швы, дам вам ссылочку на аналогичный топ, похожий, да, как я там эти швы делаю, сборку. Посмотрите. Ссылочка будет тоже под видео, где описание. Итак, мои хорошие, теперь давайте приступаем к вязанию образца. Для вязания данного образца мы с вами будем набирать 40 петель. Раппорт узора составляет 22 петли. Затем мы сделаем с вами, я вот здесь наметила, смотрите, наметила здесь 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. Потом вот этот наш раппорт на 22 петлях. Опять 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. Сюда не вошли 2 кромочные еще. Итого набираем с вами 40 петель для образца. Я обычным способом, девочки, набираю. Набирайте, как привыкли. Это ни к чему не обязывает. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. В общем, давайте самостоятельно 40 петель. Так, у меня, значит, 40 петель я набрала. И начинаем с вами распределять петельки, да? Вяжем первый кромочный, ну, можно ее лицевой провязать. Так, и далее вяжем 2 изнаночные у нас идут. Раз, два. Затем 4 лицевые. Раз, два, три, 4. И опять 2 изнаночные. Это такая наша резиночка. У нас будет применяться резиночка на 6 петлях раппорт. Она будет включать в себя 2 изнаночные, 4 лицевые. И еще вот эти 2 изнаночные я добавила их для симметрии. Далее вяжем раппорт узор на 22 петлях. Первый ряд 7 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петли, поэтому я вяжу вот именно таким образом, как я вам сейчас показала. Вы вяжите любым способом, который привыкли вы. Лицевая, накид. 2 изнаночные по центру будут всегда идти в этом раппорте. Опять накид, лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 7 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Итак, мы связали с вами наш ажурный узор, первый ряд на 22 петлях. И снова идет резиночка у нас на 6 петлях. Мы вяжем 2 изнаночные, 4 лицевые. 2 изнаночные. Кромочные тоже будет изнаночные. Так, связали. Все. Значит, все ряды изнаночные, четные, они у нас будут вяжутся как, смотрят петли, накиды мы будем вязать изнаночными. И я этот ряд показывать не буду. Только будем вязать лицевые с вами. А эти вы самостоятельно провязываете. Третий у нас с вами ряд. И мы вяжем 6 резиночка у нас идет. 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. И начинается наш раппорт ажурный на 22 петлях. И вот тут как раз мы вяжем 6 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. То есть я петельки меняю местами.
у меня вторая поверх первой накидывается. Провязываю как 2 вместе. Затем идет лицевая, накид, лицевая. По центру у нас 2 изнаночные вяжутся. Снова лицевая, накид, лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее вяжем резиночку. 2 изнаночные, 4 лицевые и 2 изнаночные для симметрии. Кромочная у нас вяжется изнаночной петлей. Связали. 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 5-й ряд нашего образца. Мы вяжем с вами резиночку в начале. Значит, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. И далее у нас раппорт узора на 22 петельках. Мы вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем лицевая, накид и 2 лицевые. Затем по центру 2 изнаночные. Снова 2 лицевые, накид, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Так, дальше у нас идет резиночка. То есть раппорт мы связали, резиночка, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. Связали, да? Так, это у нас с вами был 5-й ряд. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. 7-й у нас с вами ряд. Так, и в общем вяжем 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. Это у нас с вами была резиночка. Дальше вяжется раппорт узора. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 изнаночные по центру. Снова 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Ажурный узор связали. И далее опять резиночка. 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. Связали. Так, и в общем-то у нас 8-й ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 9-й ряд вяжем. Резиночку вяжем в начале. 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. Далее идет раппорт на 22 петлях. 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. По центру 2 изнаночные. 1, 2. Снова опять 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали раппорт. Дальше вяжем резинку. 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. Так, 10-й ряд, как смотрят петли. 11-й ряд. Начинаем опять с резиночки.
вяжем 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. Далее вяжем раппорт узора. Начинаем 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид. Дальше по центру 2 изнаночные идут. И вяжем вторую половину узора. Накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые. Все. Ажурный узор 11 ряда связали. Далее резиночка. 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Связали. 12 ряд вяжем, как смотрят петли. 13 у нас с вами ряд. И мы вяжем опять резиночку сначала. 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. И начинается раппорт нашего узора. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая. Далее идут 2 изнаночные. Опять идет лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Раппорт узора связали. За раппортом вяжем 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. Ну, это вы поняли, да? Это наша резиночка, как всегда. Так, и, в общем-то, 14 ряд вяжем, как смотрят петли. 15 ряд у нас начинается опять с резиночки. 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. И начинается раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 лицевые. Затем идут по центру 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт 15 ряда, да? И, в общем, дальше идет резиночка. 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Все. Отлично. 16 ряд вяжем, как смотрят петли. И обращаю ваше внимание, повтор раппорта начинаться будет с 7 ряда, с 7 по 16. То есть вот эти первые 2 ряда, они у нас 3, нет, сколько там, 6 рядов, они были только 1 раз провязываются в самом начале вязания. Далее только с 7 по 16 вяжется. Так. Все, мои хорошие, мы с вами связали целиком этот узор. Сейчас я сделаю влажную тепловую обработку нашего образца, чтобы замерить плотность и сделать дальнейший расчет. Итак, горячим паром, вот таким образом, я наш образец воздействую, он горячий становится и влажный.
И мы его растягиваем в разные стороны, вправо, влево, вверх, вниз, везде, да, чтобы нам получить правдивую картину, как у нас он будет после стирки. Не переживайте, ниточка войдет, вот так потрясите, войдет потом в свою колею. На края обращаем внимание, они у нас будут участвовать в расчете, поэтому мы сейчас эти две изнаночные крайние тоже их отутюживаем обязательно, чтобы они у нас не подгинались никуда. Кромочная у нас тоже участвует. Так, девочки, все, давайте оставляем эту красоту. Таким образом сохнуть. Итак, у нас с вами прикладываем линеечку обычную. У меня получилось 21 сантиметр вместе с кромочными. 21 сантиметр. Я после того, как все это дело произошло, вот так встряхнула, да, то есть естественное состояние полотна, и выложила. И вот так приложила линеечку, да, вот, кромочные тоже не забываем их. Прикладываем линеечку, получается 21 сантиметр. Мы набирали 40 петель. 40 делим на 21. Плотность у нас получается 1,9. Запишем. В 1 сантиметре 1,9 петель. Теперь, девочки, делаем с вами замер образца по вертикали, то есть длину его 14,5 сантиметров, и считаем ряды, сколько рядов в образце. Так, девочки, смотрите, значит, я набираю, так, у меня в образце участвует сейчас высоту, я связала, получается, считаем, первый раз я связала 16 рядов целиком, да, 16 рядов целиком, это вот здесь закончилось. И затем 2 раппорта по 10 рядов. Плюс 20. 36 рядов. 36 поделим. Ну, здесь, честно сказать, 35 рядов. Потому что я изнаночно не вязала. 35 поделим на 14,5 сантиметров. Получаем 2,4 у нас получается такая плотность. В 1 сантиметре 2,4 ряда. Запишем. Эти цифры будут сейчас очень важны в расчете. Вот у нас такая выкройка, девочки. Я здесь уже много всяких расчетов сделала, в общем-то. И мы с вами начнем с самого начала, с определения размера, который мы будем сегодня с вами расчеты делать. И размер у нас, значит, будет следующий. 42, 44, 46, 48, 50, 52. Значит, у нас будет ширина спинки первого размера 47 сантиметров, второго 54 и третьего 58 сантиметров. Так, и как определяем петли? Только что мы с вами определили плотность по горизонтали 1,9, по вертикали 2,4. И теперь, смотрите, берем наши с вами сантиметры, которые я только что озвучила, 47 для первого размера, умножаем на горизонтальную плотность 1,9. Получаем вот такое количество петель, 89. Это пока черновой вариант, записали 89. Второй размер 54 на 1,9 умножить, это будет 102 петли. И третий вариант 58 умножить на 1,9, это будет 110 петель. Так, а теперь распределяем узоры наши. Раппорт наш узора составляет, да, помните, 22 петли. 22 петли. Смотрите на картинку перед собой и поймете, что по центру идет этот раппорт, затем идет резиночка. Здесь будет использоваться особая резиночка, не так, как мы привыкли 1 на 1 и 2 на 2. Резиночка у нас будет на 6 петлях. В ней будет участвовать 2 изнаночные и 4 лицевые. Схематично это вот так выглядит. Смотрите, показываю вам.
Видите, начинаем 2 изнаночные, 4 лицевые. Для симметрии добавляем еще 2 изнаночные. Поэтому смотрите, что у нас получается. Представьте, что это ваш наборный ряд. Вот, представьте, да? Я сейчас объясняю для размера 42-44, как мы будем располагать узоры. По центру у меня выделено наш ажурный узор на 22 петлях, который я вам только что схему показала. Мы его вязали. С двух сторон симметрично я расположила резинку, которую только что вам озвучила, на 6 петлях. 2 изнаночные, 4 лицевые. В резинке участвует 14 петель. Как их распределяю? Смотрите. 2 раппорта по 6 петель и 2 петли для симметрии. Получается 14. Понятно, да? Начали с 2 изнаночных, связали 4 лицевые, снова 2 изнаночные, 4 лицевые и 2 изнаночные. Получается 14 петель. Смотрите дальше. С двух сторон также, справа и слева, стоит по 11 петель. Что это такое? Автор этой модели заложил следующий вариант использования. И этот узор, который мы с вами ажурно вязали, его условно можно поделить на 2 части, одинаковые, по 11 петель. Смотрите, это будет 11 петель последних в раппорте, эти 11 петель первые в раппорте. Так вот, автор предлагает их использовать по половинке. То есть мы берем с вами, начинаем вот здесь, вот эти 11 петель, которые правые. По схеме это последние 11 петель. Не переживайте, что запутаетесь. В описании я все это буду указывать подробно. Расписано там будет. Дальше. А те, которые вот тут слева 11 петель, эти 11 петель у нас будут вот эти начальные 11 петель по схеме. Первые по схеме будет написано в описании. Понятно, да? Затем у нас опять идет резиночка справа и слева на 8 петлях уже. То есть, вот смотрите, прям вот эта схема для нее, да, то есть вот тут 8 петель у нас. Изнаночная, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, вот, это 8 петель. Так, и эти 8 петель мы также располагаем в такой последовательности справа и слева. И все завершается кромочными петлями. В сумме это составит 90 петель. Понятно, откуда взялись 90 петель. Я вам сейчас нарисовала 42-44 размер. Для 46-48 размера будет использовать 102 петли. И здесь у нас все то же самое, что я вам сейчас объясняла. Единственное, только вот здесь резиночка, у крайняя резиночка, крайне правая и крайне левая, уже будет не 8 петель, а 14. То есть также будут располагаться петли, как вот я вам объясняла, вот эти 14 резиночка, которая от центра идет. Такое же расположение. 2 раппорта по 6 петель, и для симметрии 2 изнаночные добавляем. Понятно, да? Ну и, соответственно, кромочные с двух сторон. Для большого размера 50-52 будет у нас участвовать 110 петель. Расположение узоров будет следующее. Все то же самое, девочки. Единственное, что начало такое же, да, по центру. Ажурный узор на 22 петлях. С двух сторон идут резиночки по 14 петель. Далее у нас идет с вами полноценный раппорт справа и слева по 22 петли. То есть не по половиночке, как я вот здесь писала для этих двух размеров, а полноценный на 22 петлях. Так, и далее у нас получается резиночка на 7 петлях, резиночка на 7 петлях. Что значит резиночка на 7 петлях? Значит, здесь предлагаю вам, значит, ну вот из этой схемы возьмите 7 петель, не 6, а 7. То есть одну отметите изнаночную. Хотите с этой стороны отметите, хотите с этой стороны отметите. Без разницы. Но сделайте симметрично, чтобы
у них зеркальное было отображение у этой резинки и у этой, чтобы это красиво смотрелось. То есть если вы в начале ряда отметаете здесь изнаночную, то в конце ряда будете отметать изнаночную наоборот. Здесь. Понятно, да? То есть чтобы у вас была взаимная симметрия. Ну и кромочные, соответственно. Вот эти 110 петель. Надеюсь, я доступно объяснила, как расположить узоры. Все это еще будет в описании под видео, поэтому не запутайтесь. Там вообще все будет через запятую последовательно расписано, как располагаются узоры. Теперь, что касается, девочки, давайте вырез горловины и пройму посчитаем. Пройма. Считаем пройму. Значит, у нас стоит глубина проймы 4 сантиметра по выкройке. Это автор так определил. С размером я решила, значит, увеличить 5 сделать и 5,5 для большого размера. У меня получилось попетельно. Как определяем количество петель? Смотрите, мы берем любой размер по горизонтали, который у нас на выкройке располагается. У нас 4 глубина проймы. Я умножаю на нашу плотность 1,9. Видите, получается 7,6. Если мы округлим, это будет 8 петель. Согласитесь. Так, с этим понятно, да? То есть я вот так распределила. Первый размер 8, второй размер 9, третий размер 10 петель. У нас будет здесь закрываться последовательно по пройме. По вырезу горловины что будем делать? По вырезу горловины также определяем ширину выреза горловины. Здесь стоит мерочка 10 на первый размер. То есть это половинчатый размер, это 20 сантиметров. Также 20 сантиметров умножаем на плотность 1,9 по горизонтали. Получаем 38 петель. Ну и по аналогии я сделала на второй размер 40 петель и на третий 42 петли. То есть увеличила на 2 петли с размером в связи. Так, и все, что осталось, осталось на плечи. Как считала плечи? Из общего количества петель, давайте посчитаем на первый размер, покажу. Общее количество петель 90. Отнимаем пройму, 8 петель у нас, да? И у нас их 2 проймы, то есть отнимаем 16 петель. Отнимаем вырез горловины, 38 петель. Получаем 36 петель на плечи остается. У нас 2 плеча делим на 2, получаем на каждое плечо 18 петель. Также я для других размеров определила, у меня получилось 22 и 24 соответственно петли. Так, с этим мы все тоже определились. Переходим к рукавчику. Согласно, выкройка не ахти какая, самое сложное здесь будет, конечно, скос, окат рукава. Давайте начнем с наборного ряда. То есть сколько петель, во-первых, нам надо набрать, и сколько у нас самой широкой части будет использоваться. Так, сколько петель набрать? Стоят у нас размеры 15, 17, 19 сантиметров. Половинчатый размер умножаем их на 2. То есть 15 сантиметров умножаем на 2. То есть ширина у нас будет 30 сантиметров по нижнему ряду. И 30 сантиметров я умножаю опять-таки на плотность 1,9. И получаю 57 петель. 57 петель не годится. У нас должно быть четное количество петель для узора, чтобы его расположить красиво. Поэтому я взяла 58 петель. 58 петель. Второй размер у нас стоит 17, то есть это я уже устно считаю, 34 ширина, умножаем на плотность 1,9, 64 петли. И третий размер 38 умножить на 1,9, 72 петли по низу. По верху также я сразу посчитала, девочки, у меня получилось точно так же. Вот тут 18 мерка, 20 и 22 стоит. Я их умножила вначале на 2, потом на плотность 1,9. Получилось 68, 76 и 84 петли. Так, теперь как располагаем узоры. Узоры будем располагать следующим образом. Судя по фотографии, смотрите. Значит, по центру идет у нас наш ажурный узор на 22 петлях. И с двух сторон идут просто резинки. Резинку можете располагать зеркальным отображением, как хотите. То есть
Не 6 петель у нас, да, не забываем об этом. И то, что у нас, вот, например, нечетное получается количество петель для первого размера, 17 петель, плюс 2 кромочные. То есть располагается так: первый размер 22 петли по центру, с двух сторон зеркально 17 петель резинка и кромочные. Второй размер 22, с двух сторон по 20 петель резинка и 2 кромочные. Для третьего размера 22, 24 петли резинка с двух сторон, 2 кромочные. Как считала? Элементарно. 58 петель, отнимаем 22 по центру и отнимаем 2 кромочные. Остается 34 петли. Да? Делим на 2. С двух сторон по 17 петель у нас с вами будет идти резинка. Все. И теперь скос считаем. Смотрите, из большего количества петель по верху, который вот, ну, самой широкой части рукава 68, я отняла 58. Получается 10 петель надо прибавить по скосу. То есть делим на 2, 5 петель с каждого скоса прибавка. Прибавки надо распределять равномерно и симметрично, их делать. По одной петле прибавляем. И интервал надо понять, с каким интервалом прибавки делаем. Для этого обращаю внимание на вертикальную я плотность. Мы ее тоже с вами считали. У нас в 1 сантиметре 2,4 ряда. Смотрите, здесь у нас будет начинаться с 2 рядов резиночки 1 на 1, что по низу спинки и переда, что по низу рукавчика одинаково будет начинаться. Я их не считаю. У нас стоит общая высота по выкройке 10 сантиметров. Поэтому 10 сантиметров я умножила на нашу плотность 2,4 по вертикали. И перевела все это дело в ряды. Получилось 24 ряда. Но 2 ряда у нас идет резинка, как я уже сказала, 1 на 1. Мы их исключаем из скоса. И прибавки у нас будут идти только исключительно где узор. Да? Поэтому 22 ряда у нас будет идти скос. И мы 22 делим на 5, чтобы определить, через сколько рядов будет прибавка. 22 поделить на 5 получается вот такое число 4. Поскольку вообще рекомендуется в таких случаях чередовать в каждом 4-м, в каждом 5-м ряду. Хотите, не заморачивайтесь, всего 22 ряда, делайте прибавку в каждом 4-м ряду, а потом вот здесь просто вяжите, когда достигнете 68 петель, просто вяжите по узору. Все, петли, ничего больше не прибавляйте. Вот такой такой мой вам совет. Да? Для следующих размеров я посчитала, по 6 петель прибавки идут. И также я вам могу сказать, 22 поделить на 6 будет то же самое. Можно сказать, что в каждом 3-м ряду прибавку, можно заморочиться и сделать прибавку чередования. В каждом 3-м, потом в каждом 4-м. То есть это на ваше усмотрение, девочки. Так. Окат рукава я никогда не считаю. Я даю вам статью, как его расчет сделать. Там ничего сложного нет. Условно делим на 3 части, девочки, окат. В первой части мы делаем убавки так же, как по пройме, последовательность этих убавок, да. Затем идет у нас такой крутой подъем. Мы по одной убавки делаем в каждом 2-м ряду. По одной петле убавляем. Потом по 2 петли убавляем. И у самой вот здесь вершины будем убавки делать уже по 3 петли. То есть там вы это все как бы условно, да, говоря, и затем одним рядом закрываем приблизительно, у кого как, зависит от ширины рукава, 15-20 петель обычно вот здесь, на самой верхней точке рукава. Вот и все, мои хорошие, ничего сложного здесь нет. Так. И также про вертикальную плотность. Зачем мы ее вообще считали, я вам рассказываю.
Дело в том, что любое трикотажное полотно у нас вытягивается после стирки, да, поэтому мы не случайно проводим на образце такие опыты с влажно-тепловой обработкой. Мы его сознательно вытягиваем заранее, да, то есть мы подвергаем наш образец тому самому влиянию, которое он после стирки испытывает. Вытягивается там в горячей воде, в какой-то он там полощется, в теплой, да. Все, вот мы испытали это все в реальности, как будто бы, да, на образце, и затем измерили вот этот показатель плотности. Этот показатель плотности затем успешно применяем на практике, умножая любой размер по вертикали, переводя это все в ряды, и любой размер по горизонтали, переводя это все в петли. Вот и все. То есть, смотрите. Объясняю. Вот тут стоит мерка. От начала до проймы 36 сантиметров. Этот показатель 36 сантиметров умножаем на нашу вертикальную плотность. 36 на 2,4. Получается 86 рядов. Все, 86 рядов вяжем. То есть не сантиметрами мы меряем вот этот вот отрезок, а именно в ряды переводим. И это очень важно. Здесь уже учтено то, что изделие, насколько оно вытянется. Чтобы после того, как мы с вами связали, мучились там, да, как-то все такое, ожидания наши не оправдались, после стирки изделие так вытянулось, что стал непригодным для дальнейшего, значит, эксплуатации, скажем так. Чтобы избежать таких ошибок, пожалуйста, не игнорируйте вертикальную плотность. Переводите все размеры в ряды. Вяжите, считая ряды. Ряды очень легко считать с помощью раппорта. 86 рядов. Но здесь у нас два ряда будет, как я уже сказала, резиночкой 1 на 1, то есть 84 ряда, да? 84 ряда. И переводим их в раппорты. Первый раз у нас идет с вами раппорт 16 рядов. Давайте посчитаю вам на примере. 84 отнять 16. Получаем 68 рядов осталось, да? Запишем 68 рядов. А дальше у нас идет с вами по 10 рядов. Видите, да? По 10 рядов повтор узора. И очень легко это 68 поделить на 10. То есть мы с вами свяжем целых еще 6 раппортов по 10 рядов. И что у нас останется? То есть это 60. То есть из 84 петель отнять 16, отнять 60 рядов. То есть получается еще 8 рядов. То есть вы поняли мою мысль. Вяжем первый раз 16 рядов, второй раз повторяем 6, значит, 10 раппортов, так, 6 раппортов по 10 рядов, и 7-й раппорт вяжем всего лишь 8 рядов. То есть вот здесь завершаем. На 7-м ряду 8-й изнаночный, все, завершаем. Не довязываем всего 2 ряда до окончания раппорта.